Сегодня мы с вами поговорим о том, как заработать на отношениях между мужчинами и женщинами. Первый тренинг с матюками и пинками в прямом смысле слова. Ну, это круче, чем IT-бизнес, по сути. Один из стереотипов, что приходят неудачники, на самом деле нет. Вы их бьете? Если человек хочет. Коммерчески не выгодно. Мы не стараемся построить секту. Все после курсов становятся бабниками. Да. Жена приводила мужа, говорит, он подкаблучник, забирайте. Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как заработать на отношениях между мужчинами и женщинами. А в частности, мы поговорим о тренингах по пикапу. Об этом всем нам расскажет основатель и тренер проекта Life Coach Monster Юрий. Смотрите этот выпуск до конца. В конце вас ждет крутой подарок. Погнали! Привет! Привет. Как тебе пришла идея заниматься пикапом? Не я нашел профессию, а профессия нашла меня. То есть все начиналось просто с банального хобби. Что-то для себя интересовался, кому-то помогал, консультировал. И так потихонечку затянуло, то есть заигрался. Насколько я понимаю, это называется пикапом. Но многие как-то пикап, особенно женщины, говорят, что что-то очень плохое. Можешь пояснить, почему все считают, что это плохо? На самом деле просто такой стереотип возник, когда особо никто не разбирался. Ребята, которые занимаются просто быстрым съемом. На самом деле это не так. Это более большой комплекс, если так, с хорошей дефиницией, это комплекс мер и мероприятий для привлечения особо противоположного пола. Также есть просто и мужские тренинги, и женские, соответственно. Женщины этим занимаются, мужчины этим занимаются, и никто плохо себя после этого не чувствует. Как правило, девушки, которые узнают больше про пикап, про тех, кто проходил тренинги, или тех, кто этим занимается, они меняют свою точку зрения и более лояльно к этому относятся. То есть, насколько я понимаю, основная цель – это улучшить коммуникацию мужчины и женщины. Совершенно верно. Снять эти барьеры, недопонимания, бестолковости какой-то, так, чтобы общение было взаимно комфортным и лилось так интересно и счастливо. Мне кажется, у тебя увлекательный бизнес. А как ты вообще из этого сделал бизнес? То есть я понимаю, друзьям советовать, как с девушкой поступить, а как это в виде бизнеса выглядит? Изначально все начиналось как хобби. Не было такого поиска клиентов как таковых. То есть клиенты каким-то образом находили меня. Кто-то честно признавался, что мне тот-то, то-то посоветовал. Кто-то честно не признавался. Иногда были вопросы, давай сделаем большой какой-нибудь тренинг. К примеру, мне позвонил телефон, я смотрю, по номеру звонят из Италии. Говорят, они могут бы к нам приехать провести тренинг для женщин. Как они меня нашли, тоже вопрос философский. Есть групповой тренинг, который в основном 90% потоков это для мужчин, женский исключительно по запросу и когда есть душевное настроение это сделать. И также отдельное направление это частные консультации, то есть индивидуальные. На индивидуальных задача решается в зависимости от потребностей клиента. Редко бывает, когда приходит с одной задачей, она кардинально меняется в ходе обучения или разбора полетов. А так, то есть либо индивидуальные, либо групповые. То есть, если я хочу найти жену, я к тебе могу прийти, сказать, хочу найти жену, и ты мне поможешь? Где-то так, да. Но придется работать. А сколько, в принципе, можно на этом зарабатывать? То есть, твои доходы или хотя бы приблизительно? Сколько это может приносить? Тут математика простая. В зависимости от того, сколько сам тренер может потянуть, если мы говорим про групповой тренинг, на котором только заявлен один тренер, в зависимости от компетенции, то есть до 50 человек аудиторию держать средним ценником от $750 на человека, расходов практически никаких нет. То есть это аренда залов, помещений, кофе. То есть расходов до $5000 в месяц на аудиторию в 50 человек. Это круче, чем IT-бизнес, по сути. Не настолько стабильнее, хотя тоже все зависит от того, как поставить именно весь процесс. А на что у тебя идут расходы? То есть это аренда зала? Если говорить о текущих расходах, да, это в основном это аренда залов, чай, кофе, и также сопутствующие специалисты, такие как стилисты, такие как, мы их называем СММщиками, то есть это люди, которые внедряют
правильную постановку, презентацию себя в социальных сетях. То есть это то, что мы оплачиваем. То есть студенты больше не оплачивают. То есть студенты просто оплачивают стоимость курса и по договоренности, если хотят, сопутствующие, это уже не идет в кассу тренинга, это стилистов, которые помогают им, грубо говоря, пойти купить одежду правильного размера. Насколько я понимаю, у тебя часть людей там идет по сарафану, а рекламой ты пользуешься, инвестируешь что-то в рекламу или нет? Мы сейчас вот планируем зайти с рекламой. Решили попробовать, то есть да, что будет, что получится, просто стало интересно. То есть цифр пока не знаю. Цифр пока не знаю, потому что они все вот будут выдуманы. То есть есть ожидания, планируется бюджет, но что из этого получится, пока вот на сегодняшний день это неизвестно. Но если вы уже планируете рекламу, ты 100% знаешь, кто твой потенциальный клиент, кто эти люди, это взрослые мужчины, молодые, это школьники, это, не знаю. Нет, это в принципе не школьники, потому что у нас есть входной барьер 18+. Ну, есть две категории, то есть мы сейчас хотим собрать один тренинг исключительно из айтишников, и так в основном все остальные это вот смесь. То есть одновременно могут быть и студенты, и владельцы бизнесов. Один из стереотипов, что приходят неудачники, на самом деле нет, потому что люди, которые вообще могут признать, что они хотят учиться, хотят развиваться, они уже являются успешными. Таких вот там скучных, испуганных людей у нас просто не бывает. Ну и в любом случае, для того, чтобы попасть на тренинг, недостаточно просто его оплатить. То есть нужно еще пройти небольшое собеседование, где мы смотрим, кто кому подходит. Не всех хотим мы учить, не всех хотим вот выпускать, так сказать, в свет. Кого вы не хотите учить? Ну, людей, у которых есть явные проблемы с психикой, мы не берем. Готовы гоняться за каждой юбкой только потому, что есть юбка, нет, мы тоже таких не берем. Предварительно общаемся, смотрим, адекватный человек или неадекватный. А бывали случаи, что фильтр не сработал? 100% гарантии никто, конечно, не дает. То есть бывало, но можем попрощаться. Можем попрощаться на тренинге, можем вернуть деньги и все. Всем спасибо, все свободны. А вообще много у тебя клиентов было? Ну или там образно считал ты, не считал, плюс-минус? Я не считал, но по разным подсчетам на разных, ну, в разных, грубо говоря, и странах, и тренинговых школах, в которых я преподавал, кто-то называет цифру от 2 до 3 тысяч. Вот как-то так. Женская аудитория очень небольшая, но в основном это вот 95% это мужских тренингов было. А вот к тебе приходит, ну, какой основной запрос? Это недостаток внимания, это женитьба, это отсутствие взаимопонимания. То есть какие основные запросы у твоей аудитории? То есть почему они к тебе приходят, что они хотят? Ну, если мы сейчас говорим про групповой тренинг, в рамках, скажем так, собеседования, то есть все истинную цель скрывают. Я не могу так вот утверждать, что там 90% это те, у кого был какой-то болезненный опыт. Но основная масса, да, это вот мужчин, которые не совсем понимают, что у них не так сложилось или почему не складывается. То есть те, у кого есть запрос, грубо говоря, скажем так, почему именно так произошло или почему так происходит. Они приходят за ответами. Ну и также, да, улучшить свое качество жизни. Кому-то просто становилось скучно, он хочет там более ярких ощущений, эмоций, веселья. Такая тоже отдельно стоящая группа людей приходит на тренинг. Вот, допустим, я прихожу к тебе на тренинг. Что я там буду делать? Я буду сидеть слушать, я буду, не знаю, чему-то учиться. Как это происходит? Ну, вот из отзыва одного из студентов он охарактеризовал тренинг очень просто. Он говорит, это первый тренинг с матюками и пинками в прямом смысле слова. Вы их бьете? Ну, если человек хочет. Да, кстати, не, на самом деле была забавная история. Был парень, он, ну, как выяснилось, он никогда в жизни не дрался, и он сильно боялся, что он не знал, что будет, если он получит там по лицу. Предупредили, ну давай дам. Вот, он согласился. Ну, то есть было и такое. То есть у нас нет преград каких-то там, то есть ну, человек боится, хочет узнать, что будет, если ему ударить в лицо. Ну вот, и такое тоже было. Тренинг проходит в формате лекционной части, есть теоретическая, есть практическая. Практическая часть либо исполняется в зале, там коммуникативные навыки. Также есть задания и в рамках вот теоретической части, когда нужно просто выйти на улицу, там, пообщаться, познакомиться, улыбнуться, сказать привет и узнать, какая будет реакция. И также есть часть заданий, которые выполняются в будние дни самостоятельно по списку с помощниками. То есть ты ходишь, знакомишься, общаешься, и ходишь на свидание. Ничего плохого не делаешь, просто вот... А помощники это кто? Помощники — это те, кто прошел успешно предыдущие потоки и также параллельно прошел дополнительное такое небольшое обучение, которое уже бесплатно, о том, как помогать, грубо говоря, тем, кто сейчас учится. Вот, они могут
Ну, по договоренности 24 часа в сутки взять трубку и сказать, типа, вот, если человек боится, говорит, вот, все понимаю, хочу подойти, но ноги трусятся, вот, во рту пересыхает, не знаю, что делать. Он говорит, ну ладно, пойдем. А сколько ты платишь помощникам? Как ни странно, это добровольная организация, потому что сердце добровольца работает в разы лучше, нежели хорошо оплаченного специалиста. Это люди, которым им просто весело, интересно, им хочется это делать. А вообще, вот ты много общаешься с мужчинами, не знакомишься с женщинами. Я думаю, этот вопрос будет интересен, наверное, даже больше женскому полу. А какие ошибки делают мужчины вот при знакомствах? Они боятся. Самая большая ошибка – это, ну, мы ее называем жадность. Жадность потерять то, чего у тебя еще нет. То есть мужчины, вот, к сожалению, такая вот сложность, они когда подходят, начинают знакомиться, они боятся допускать ошибки, дабы это все пошло там в неправильное русло. Самый простой рецепт, он, конечно, очень простой рецепт, то есть подходишь, общаешься, если вам здорово, вы можете продолжить общение, если вам сразу что-то не подходит, ну, попрощались, поулыбались и разошлись. Почему-то мужчина начинает жадничать. Вот красивую девушку увидел, и вот хоть бы только не накосячить, не ошибаться. Из этой части последний вопрос. Вот пришел мужчина к тебе на тренинг, или там молодой человек, он отучился. Что с ним происходит через месяц? То есть вот он был мужчиной, остался мужчиной. То есть что он приобретает, там, что он получает, не знаю. Развитие и трансформация идет в рамках тренинга. По отзывам самый большой вопрос вот к людям, которые учатся, к ним друзья, коллеги, начинают спрашивать, что с тобой произошло, почему ты начал меняться, начал одеваться по-другому, говорить по-другому, шевелиться по-другому. Всем рекомендуем просто отвечать, ну, выздоровел. Начинает меняться круг общения. Это да, потому что находится очень много единомышленников среди студентов тренинга. То есть меняется и круг общения, как с мужчинами, так и с женщинами. Многие меняют и работу, либо карьера начинает развиваться по-другому. То есть трансформация идет сильная. Опережая ваш вопрос, есть ли у нас откат, да, как любого тренинга откат есть, но мы за этим следим, чтобы он не был большим. А после тренинга вы продаете следующий тренинг или нет? Нет, у нас нет такого. То есть мы не занимаемся... Это же коммерчески невыгодно. Ну, мы не стараемся построить секту. Поскольку это выходило все из хобби, этим было интересно, увлекательно заниматься. Дальше это хобби начало приносить доход. То есть не было изначально идеи, что это вот машина для зарабатывания денег. И мы не рассматриваем каждого человека как вот человека, с которого можно вытянуть еще больше и больше, и там какой-то продвинутый курс. Такого в нашей системе продаж нет. У меня к тебе такой вопрос. Очень, может, некомфортный, но вот смотри. Есть огромное количество там безумно, наверное, успешных мужчин у женщин. Ты вроде не летаешь на частном самолете, не Alain Delon, ну, красиво говоришь, но почему ты решил, что именно ты можешь учить, вот там, знакомиться с женщинами? Я уже частично ответил на этот вопрос. То есть не я решил, что я могу учить, просто ко мне начали приходить, спрашивать и учиться. И именно это уже смотивировало продолжить этим заниматься. А вы показываете на своем примере, там, допустим, что ваши методики эффективны, там, ты показываешь, насколько я знаю, у тебя есть семья и дети. Есть. Как жена относится к этому? Она улыбается. Да, на самом деле показывание на себе это вот переросло, наверное, с возрастом. То есть вначале, да, там интересно было и на камеру побегать, показать, и смотрите, как я умею, как я могу. Дальше нет. Уже, то есть если кому-то нужно доказательство, там кто-то из саппорта может показать, что на самом деле это ничего сложного нет. Так сейчас, конечно, уже на камеру никто ничего не делает, не бегает, не прыгает. Никому ничего не доказываем. Сейчас огромное количество тренингов. И ну, я перед тем, как было интервью, посмотрел много-много-много разных школ. И насколько все заявляют на сайтах, у всех разные технологии, у всех разные подходы. Чем ваш подход лучше, чем другие? Там, почему у вас больше людей, чем у других? Или там, может, у вас более там, продвинутые технологии? Или как это работает? Ну, по поводу продвинутых технологий или других технологий на самом деле нет. Как природа вот сделала закладку, вот мы как человек, какой был 2000 лет назад, такой сегодня и остался. Поэтому нет, технологии в принципе у всех одинаковые. И единственное, вот сегодняшнее влияние, это влияние технологий социальных сетей. В принципе, насколько мне известно, среди конкурентов мы единственные, кто делает отдельный блок по социальным сетям. Подходы в обучении, да, могут быть немного разные. Кто-то более брутальный, кто-то более адреналинозависимых делает студентов. То есть нет, мы в таком очень добром, лояльном стиле, но не без пинков. Есть у тренингов адаптация к
к локации. Зарубежные тренинги, которые к нам приезжают, они в основном приезжают из России. Там более жесткая аудитория, там более жесткие условия общения, поэтому вот их жесткие тренинги у нас срабатывают плохо. Ну, то есть обучение идет нормально, но результат хуже. Поэтому проще выбирать вот местные. Правильно я понимаю, что мне в нынешних реалиях нужно строить свой личный бренд не только как там специалиста, да, но еще как хорошего мужа для кого-то, если я хочу найти жену. Либо там, если у меня другие цели, подстраивать свой Инстаграм, соцсеть, там, Фейсбук и так далее под задачи. Совершенно верно. Сегодняшние CRM-системы могут, когда вы звоните в компанию, они могут проверить ваш и профиль в Инстаграме, и в Фейсбуке, и про вас уже абсолютно все знать. Девушки проверяют парней, с которыми они познакомились или общаются, как он выглядит в соцсети, чем занимается, чем живет, о чем врет. А как ты вообще продаешь свои услуги? То есть, когда, насколько я знаю, много психологических тренингов, я на многих участвовал, в некоторых тренингах говорят не совсем правду, чтобы человек пришел. Ну, то есть, скажем так, обещают что-то большее, нежели человек получает. Используете ли вы такую методологию? Есть такая техника, используется в теории, в продажах тренингов по психологии в частности, и там в соблазнении. Когда человек приходит, у него спрашивают, что тебя привело, человек жалуется, говорит, ну, мне там то-то, то-то, то-то. И ты говоришь, совершенно верно, всему мы тебя этому научим. Нет, мы таким, в принципе, не злоупотребляем, потому что правда в данном случае оказалось работает лучше. То есть даже те, кто приходит и говорят, что вот моя единственная цель это вернуть бывшую, мы говорим, что, ну, честно, 90% не возвращает только потому, что не хочет потом возвращать. И мы это говорим честно сразу. Не потому, что не получится, а потому, что ну, не захочешь. А из тех 10, кто возвращает свою бывшую после тренинга, ну, тоже 90%, ну, меняют свое мнение и дальше расходятся. То есть обратно таки не потому, что не получается, а потому что нет желания. То есть когда девушек становится больше, когда выбор становится более обширный, каждый стремится выбрать что-то более лучшее. Смотри, вот пришел к тебе человек, он месяц, правильно, да, учится? Да. Он учится месяц. Что с ним можно такое сделать за месяц, что он, грубо говоря, станет популярным парнем? То есть вы учите гипнозу, манипуляциям, чему-то еще? Гипнозу мы не учим. Ну, во-первых, это и некорректно, и не экологично, и в целом это отдельное направление учить там гипнозу. То есть нет, наши студенты не бегают, никого не гипнотизируют. Мы учим базовому набору техник коммуникации, общению, как следить за собой, что говорить, как развиваться. Мы также заставляем наших студентов делать зарядку по утрам хотя бы на протяжении тренинга. Также мотивируем бросить курить всех. То есть мы занимаемся вот такими хорошими вещами по большому количеству направлений. Это то, чему мы учим. То, насколько активно человек развивается и хочет добиться результатов, оно в принципе зависит от него. Мы, конечно, даем со своей стороны мотивацию дополнительную и в виде пинков, и других слов мы подбираем, что сказать так, чтобы человек все-таки брал и делал, но обратно-таки все в руках учащихся. То есть можно, кто-то приходил просто за инсайдом, посидеть, послушать, ничего не делать. Но в основном 90-95% людей, они все-таки делают, растут, развиваются и продолжают делать и развиваться после тренинга. Как мы уже говорили, к пикапу относятся очень скептически. Чувствуешь ли ты там в кругу друзей, знакомых, может, родителей, какое-то осуждение, какое-то там подобные истории? Нет. Ну, кто-то завидует, а так в целом нет. Хорошо. Тогда к тебе практический вопрос. Я воспользуюсь тем, что я человек свободный. Могу спросить, как вообще знакомиться с девушкой правильно? Да нет такого ответа, как сделать правильно или неправильно. Просто нужно подойти ногами и заговорить. Поскольку правил никто не придумал, никто ничего не знает, как это происходить должно правильно, все успешно получится, если просто вообще взять и начать это делать. Потому что основная ошибка мужчин, которые совершают во время знакомства, они увидели, испугались, размечтались, развернулись и ушли. То есть не сделав никакого действия. Я не верю в то, что есть там эффективность там, в 10%. Ну, нельзя так, чтобы подойти 100 раз к разным девушкам, попытаться познакомиться и познакомиться только с 10. Такого не бывает. Просто нужно подойти, сказать привет. Ну и дальше не растеряться. То есть основная сложность, что не пробуют? Совершенно верно. Вопрос, я думаю, возможно, он тебя в ближайшем будущем оставит без работы. И как ты к этому относишься? То есть сейчас, где-то я статистику смотрел, что там, по-моему, около 56% знакомств происходит в интернете. Насколько я понимаю, ты настаиваешь на живом общении, правильно? Да.
То есть то, что так интернет резко забирает количество, ну, там, проценты знакомств, как ты считаешь, это будет развиваться и насколько эффективнее в интернете, в жизни, чем оно отличается? Ну, если в шутку ответить, то, конечно, еще нужно будет в интернете проводить еще и свидания, нужно будет виртуальная реальность, виртуальное что-нибудь пластиковое, и потом дети будут рождаться как-то виртуально вот в пробирке, и когда вот можно будет 100% без живого контакта, тогда да, я останусь без работы. Хорошо, знакомство в интернете прошло, отлично, а дальше что? Ну, нужно как-то еще встретиться. Где встретиться? Нужно проводить свидание. Как проводить свидание? О чем говорить, как не растеряться. Ведь обратно-таки, даже познакомившись, взяв номер телефона, это не значит, что вы сразу же уже там можете семью планировать. То есть, нужно еще сходить на свидание, ну, для приличия, как минимум там 3. А что там делать, как продолжать, как строить отношения. В принципе, то есть да, интернет занимает сейчас вот нишу именно самого знакомства, но а что дальше делать, интернет не дает ни ответа, ни практической этой реализации. Поэтому нет, я не боюсь о том, что я останусь без работы. Ну, вообще, как ты в целом относишься к интернет-знакомствам? Это хорошо, плохо, это полезно, это бесполезно? Хороший вопрос. На самом деле я отношусь негативно, но поскольку это уже настолько массово входит, это настолько массовое явление, что им пренебречь было бы неправильно. То есть это то, к чему нужно подстраиваться. Когда два человека вот знакомятся вживую, тут видно и мимику, и лицо, и как ты себя ведешь. В социальных сетях можно там подумать 5 минут над ответом, можно там погуглить, придумать что-нибудь остроумное. И это уже вносит такой небольшой, но все-таки носит элемент обмана. То есть немного неживое общение. Отношения все-таки вот между мужчиной и женщиной, плюс семейные, они строятся все-таки на правде. Когда два ненастоящих человека пытаются построить семью, ну, точно такая же семья получается. И интернет, к сожалению, вот это зерно подбрасывает. Как я уже сказал, явление массовое, им пренебречь нельзя, поэтому приходится подстраиваться. А какая вообще твоя вот цель, миссия, идеология этого тренинга? Это просто веселое времяпрепровождение, это деньги, это там сделать семьи Украины здоровее. То есть, ну, есть какая-то миссия или это просто у тебя хобби и заработок? Миссия, конечно же, есть, она звучит, к сожалению, очень громко, там, сделать мир лучше. А на самом деле, да, вот помочь людям, у которых есть сложности, они признают, что есть сложности, хотят развиваться, просто им помочь. Вот и все. То есть ничего такого сверхъестественного. В целом это интересно. Это всегда интересно было и будет интересно помогать. Это такая интересная мужская компания, которая во время тренинга не пьет, занимается веселым делом, не скучает и развивается. Это было всегда основным таким вот драйвером мотивации для проведения подобных тренингов. Задал вопрос нескольким девушкам перед интервью и спросил, почему вы плохо относитесь к пикаперам. Потому что уже там целый мем есть, там всякие пикаперы и так далее. Возник вопрос. Они говорят, что все после курсов становятся бабниками. Да. Ну, если мужчина становится востребованным, он, конечно, в глазах женщины считается всегда бабником. Ну, то есть, кто такой бабник? Бабник – это тот, кто нравится большому количеству девушек. То есть, это хорошо? Ну, то есть, для нас, да, цель достигнута. Ну, а какая конечная цель? То есть, чтобы он стал популярным, или чтобы он женился, или чтобы... К сожалению, личная цель каждого учащегося – это личная цель каждого учащегося. То есть, мы даем обширный набор инструментов, с помощью которых можно достигнуть своих целей. Пикапер обидно звучит? Сейчас стало, да, после того, как оно стало заезжено, но мы такими себя не называем. Кто твой любимый клиент? С кем тебе больше всего нравится? С тем, с кем тяжело, там, допустим, парень, у которого никогда девушки не было? Или это там человек, которому можно чуть-чуть там прическу поправить, и он уже будет популярным? В целом, вот интересно, когда есть такой некий челлендж и вызов с тем, у кого задача более уникальная и сложная. Не смотрим там поправить прическу. То есть, если мы говорим про индивидуальных клиентов, которые вот исключительно там для себя, чем сложнее задача, тем она веселее. Ну, веселее, то есть интереснее заниматься. Обратная сторона групповых тренингов и индивидуальных – это ощущение экскурсовода. То есть, а вот теперь посмотрите направо, здесь у нас что-то красивое. А когда живая задача стоит, непосредственно этим, да, увлекательно заниматься и интересно. То есть, когда идет индивидуальная, тебе ставят живую задачу? Конечно. А если я к тебе приду, скажу, допустим, давайте, чтобы никто не услышал, хочу познакомиться с Памелой Андерсон, что мне делать? Сколько это будет мне стоить? Нет, ну, задача должна все-таки быть объективной. И я не берусь за гипотетические задачи. То есть, вот там Памелу Андерсон или там, Джулию Робертс.
Нет, ну это гипотетическая задача, то есть я с таким не сотрудничаю. Как правило, задачи более живые, ну, у каждого есть там своя сложность или проблема. Мы ее разбираем, иногда достигается либо та цель, которая поставлена, либо в процессе обучения очень сильно кардинально меняется задача. Потому что в целом, вот если всех индивидуальных клиентов, их можно разделить на такие две основные группы. К сожалению, вторая группа растет, сейчас я не расскажу. Это либо вернуть бывшую, ну вот восстановить отношения, восстановить, либо поправить. Вторая группа людей, к сожалению, она увеличивается. Это те, кто становится сейчас жертвами, ну, не мошенниц, но девушек, которые так заводят с десяток знакомств и потихонечку выдаивают там все соки. В финансовом плане? Да, у девочек такой бизнесок, то есть они вот обнаружились. Давайте на примере, вот был студент, образно называем студент, то есть пришел человек, у него задача, уже семья начала разваливаться, и там по бизнесу, по работе плохо. Он айтишник какой-то очень специализированный. И вот там девушка есть, люблю, вот никак хочу с ней построить отношения, она где-то сбегает. Просто разобрав, что происходит, оказалось, что он фактически просто жертва. С него вытягивают все соки, никто ему ничего там, семью с ним строить не будет. То есть он бросит и свою семью, жену, ребенка, работу, все отдаст и, в принципе, останется ни с чем. То есть нужно было вот решить его потом в целом жизненную задачу, да. То есть он потом вернулся и к жене, с ребенком, и с работой все наладил, и как бы избавился от вот этого негативного влияния любви со стороны. То есть у него была любовница? Которая вытягивала из него все соки, он готов уже был бросить жену с ребенком, работу, все вот отдать, профинансировать. То есть, по сути, ты восстановил семью? Сначала избавил от любовницы, а потом восстановил семью. Я думаю, тебе жена готова больше заплатить. Ну, жена не знает. То есть это очень большое правило, это первое правило, это инкогнито. Смотри, а вот много ли у тебя на тренингах процент женатых мужчин? Достаточно большой, но статистику, честно, не собирали. Были прецеденты, когда жена приводила мужа, говорит, вот, он подкаблучник, ну, забирайте. Зачем, как? Оказалось все просто, то есть человек довольно-таки успешный профессионал, и его все разводят. Он говорит, сделайте с ним что угодно. Ну, так, чтобы он умел говорить «нет», так, чтобы он там мог договариваться. Так ему все, что не попросит, он говорит, ну да, то есть отдавал все. Да, такие были случаи. То есть не один раз, это, конечно, не массово, но тем не менее достаточно. Любопытный вопрос, вот ты навеял. В семейной жизни очень часто мужчины становятся немного другими. То есть, когда вы свободно общаетесь с друзьями, потом с определенным временем, чем старше обычно, тем больше мужчины начинают становиться подкаблучниками. Почему? Расслабляются. Когда там два человека общаются там, в рамках одной компании, у них одни правила. Когда там муж с женой общается там, или с девушкой, там другие правила. Поэтому вроде там встречаешь своего товарища, который такой там, бодрый и гордый, приходит его жена, и он такой более покладистый. Там. В целом это нормально, так делают практически все. Но вот этот вот уклад между мужчиной и женщиной, он, в принципе, вот, баланс он выстраивается и со временем, и уже непосредственно их отношениями. То есть, там, скажем, Коли и Вали. А вы на тренинге учите не только знакомство этому или только знакомство? Полностью весь блок от знакомства до построения отношений. Конечно же, блок построения отношений, он не такой сверхглобальный, но тем не менее мы затрагиваем. То есть основы, базисы, как это делать, как строить, на что обращать внимание. Для того, чтобы отношения были взаимокомфортными. Не стоит делать вот отношения, когда кто-то один является жертвой. Поскольку, когда я к тебе шел, я знал, что ты специалист, который обучает мужчин. Основная задача — это познакомиться с девушкой, с женой, там, с любовницей, с кем угодно. Я немного погуглил, есть статистика Гугла, есть топ-3 самых популярных вопросов от мужчин. Давай. Первый — где знакомиться с девушкой? Там, где есть девушки. Видишь, знакомишься на улице, в метро, в пробке. Где видишь девушку, хочешь с ней познакомиться, берешь и знакомишься. То есть нет таких специализированных площадок. Вот здесь знакомлюсь, здесь не знакомлюсь. То есть, ну, так неправильно. Есть желание знакомиться, есть тот, кто тебе понравился, идешь знакомишься. Второй вопрос — это о чем говорить с девушкой? В зависимости от этапа. На этапе знакомства, в принципе, ни о чем. То есть главное, чтобы это было весело и интересно. И основная мысль о том, что нам уже сейчас весело и интересно, и нужно наше общение продолжить чуть позже, где-нибудь в другой, более комфортной обстановке. То есть если мы говорим утром, кто-то в один офис спешит, кто-то в другой, то есть можем уже сегодня же пообедать, либо вечером поужинать. Для этого нужен просто контакт, для того, чтобы назначить эту встречу. Хотя о факте встречи мы уже говорим непосредственно в момент знакомства.
То есть, как я слышу, у вас все встречи структурированы, каждый этап, Совершенно верно. как в продажах, этапы сделки. Да, признаю, да. Схоже вообще это с продажами? Да, только продукт эмоции. Можно так условно назвать, это торговцы эмоциями. Просто у меня было много отделов продаж, и я знаю, что обычно успешный мужчина или женщина у противоположного пола, они всегда очень круто продают. Поэтому вот мне стало интересно, есть ли корреляция обратная? Абсолютно. Многие потом, как я уже говорил, и улучшают немного свою карьеру, и довольно-таки сильно улучшают, если говорим про продажи, да, навык продавать улучшается. И третий вопрос, куда пойти на свидание? В зависимости от того, на какое из свиданий, то есть там первое, второе или третье. Первые свидания, когда вот мы только знакомимся, это обязательно в социальное, адекватное место, где очень много людей, чтобы... То есть домой не идти? Нет, конечно. То есть мы очень всегда ставим безопасность девушки на первое место, так, чтобы ей было комфортно и спокойно. То есть не так где-то там в маленькое кафе, где нет людей, и там непонятно, с кем она пришла. То есть обязательно в хорошее заведение, где есть удобные диваны, где есть другие люди, где нет раздражающей громкой музыки и сильно яркого света, так, чтобы было удобно и комфортно. Это основная задача. В каждом городе нужно там, в каждом районе посмотреть, где это сделать хорошо и комфортно. Вот и все. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? За самый лучший комплимент, который вы напишите в комментариях, вам будет подарена консультация, в рамках которой я отвечу на все интересующие вас вопросы. При этом это может быть как для мужчины, так и для женщин. Ну что ж, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и до новых встреч!